Друзья, всем привет! В этом видео подробно обсудим, когда может произойти пик бычьего цикла, как подготовиться непосредственно к бычьему циклу для того, чтобы вынести средства с бычьего цикла по максимуму, а не наоборот там оставить. Поделюсь своим опытом. Итак, друзья, давайте сразу непосредственно к ситуации по рынку. Вчера была коррекция, позавчера была коррекция, рынок был весь красный, а сегодня весь зеленый. То есть позавчера минусовались на 20-30%, на сегодня у нас буквально рост также 20-30, да, даже до 60% доходит. Давайте, друзья, непосредственно сразу посмотрим, когда может предположительно случиться тот миг, ради которого мы здесь все в этом рынке, непосредственно бычий цикл. Биткоин скорректировался на 18%. Напомню, в прошлом видео я разбирал, показывал, что значит, биткоин после каждого своего роста, он так или иначе откатывался на 20, 22%, 20, 22, и вот на последнем падении, на своей коррекции последней, скорректировался до 18%. Стоит ли ждать, что он пойдет там на 20% или коррекция завершилась? Ну, кто тут, друзья, знает. Вероятнее всего, дальше уже пойдет рост, но может, друзья, быть и сюрпризы. Мы к этому всему готовимся, ордерочки свои расставляем, на полную котлету не залетаем, на 100% не входим с первого ордера. Это нам не нужно, друзья, на такое мы не ведемся. Вот, значит, друзья, я себе также рисовал, отмечал, смотрел, как оно тут все работает. 18%, видите, друзья, вот корректировались мы, ходили здесь. Друзья, давайте перейдем к этому графику, давайте зачитаю вам. Исторически биткоин достигал пика на бычьем рынке через 518-546 дней после халвинга. Однако биткоин демонстрирует явные признаки ускорения своего текущего цикла примерно на 260 дней. Таким образом, это может сократить типичную продолжительность цикла вдвое. Итак, если мы измеряем пики бычьего рынка с момента пробития старого максимума за все время, тогда эта перспектива предполагает, что биткоин достигнет вершины бычьего рынка через 266-315 дней с момента пробития своего старого максимума за все время. Биткоин пробился до нового максимума за все время в этом цикле почти 2 недели назад. Это произошло. Если ускоренная перспектива окажется верной, то следующий пик бычьего рынка может произойти через 266 315 дней. Это декабрь 2024 года или февраль 2025 года. Ну, судя по так, как написано, есть в этом, друзья, действительно смысл. То, что есть реально ускорение, да, в целом мир становится быстрее. И действительно много факторов на это, друзья, указывает. Плюс вчерашняя ставка ФРС, которую оставили неизменной, не подняли, не опустили, и теперь закладывают рынки, что ставку ФРС начнут повышать уже примерно там в июне. Ну, во всяком случае, где-то 50 на 50 делится рынок, 50 за то, что будет повышать, 50 за то, что не будет повышать. Ну, в общем, в большинстве случаев, в большинстве уже люди рассчитывают на то, что в июне будет понижение. И что еще интересно, друзья, предположительно, что в этом году будет 3 понижения ставки. А я, друзья, замечу, что самое главное, когда отпускают ставку, экономике становится легче дышать, деньги становятся дешевле и, соответственно, выдают больше кредитов, в рынке больше денег. И это основной фактор для того, чтобы экономика росла, экономика развивалась и приходили притоки финансовые в ту же самую криптовалюту. Да, если мы сейчас о криптовалюте говорим, то в таком случае закладывается, друзья, что 3 будет примерно повышение ставки. И я так думаю, что в действительности где-то под конец года может быть этот пик бычьего цикла. Конец года, начало там следующего года, может так оно и произойти. Но и во всяком случае для себя, знаете, если так в голове делаю какие-то пометки, то я примерно закладываю вот к тому времени, то есть где-то осень, да, после выборов в США, что там произойдет, от этого еще будет зависеть многое. Но в общей сложности, я думаю, что первый какой-то импульс в рынок пойдет, наверное, где-то в июне. Хотя все равно рынки закладывают уже повышение ставки, да, наоборот, понижение ставки будут уже закладывать в рынок, и вероятнее всего, та понижение ставки, которое, возможно, будет в июне, а возможно нет, ну, вероятнее всего будет, сильно на рынке не отразится, потому что это как с биткоином, это как с ETF на биткоин, да, когда
непосредственно ETF на биткоин приняли, то наоборот цена пошла вниз, пошла манипуляция. Почему так? Потому что большинство уже в рынок заложило цену того, что примется ETF на биткоин. Так, имеем вот такую, друзья, ситуацию. То есть мы понимаем, что плюс-минус, во всяком случае, пик бычьего цикла, он не сейчас, да, поэтому вот это важно, друзья. Я записывал вчера видео, говорил о том, что держите свои активы, накапливайте свои активы, держите, не отпускайте, потому что, конечно, когда смотришь на рынок, а когда он весь в красном, да, становится на самом деле стрёмно, потому что, кажется, сейчас как потеряю деньги, а на самом деле это прекрасный значит, для нас шанс набрать свой портфель. Если, друзья, переживаете, вам страшно на рынке и так далее, welcome, друзья, ко мне в дневник активов, в телеграм-канал, я там делюсь своими мыслями. Также есть закрепленное сообщение, в котором есть все, значит, нужные вам инструменты, секретный дневник активов, бесплатные 5 уроков для новичков в криптовалюте и фундамент капитала. Это все нужные инструменты специально для вас, все в закрепленном сообщении. Читайте, переходите ко мне в телеграм для того, чтобы держать руку на пульсе, знаете, и чтобы понимать, куда оно все движется, и понимать, когда уже имеет смысл выходить, потому что я все подсвечиваю, особенно в секретном дневнике активов, все подсвечиваю, в какие я активы захожу, в каких активах я уже не собираюсь сидеть и собираюсь выходить, и особенно это будет важно, когда будет пик бычьего цикла, непосредственно, ну, во всяком случае, мы точно это не будем знать, да, но мы будем предполагать, когда уже будет все переоценено, и уже люди не будут знать, куда инвестировать, уже все там направления всевозможные постреляют, то в таком случае я буду уже фиксировать свои прибыли и выходить там с определенных активов, переливаясь в другие уже активы, менее, значит, недооцененные, скажем так, такие как там фондовый рынок, может недвижимость, земля, в общем, кто хочет за этим всем следить и самому понимать, в каком направлении двигаться, заходите ко мне в дневник активов, друзья. Давайте дальше еще пробежимся, что дальше у нас есть. Обратите внимание, что это отмечено то место, где мы сейчас находимся. Вот отмечено здесь вот этими зелеными кружочками, это то место, где непосредственно происходили вот эти у нас откаты, которые я показал в начале видео, где, видите, рост, а потом бах, коррекция там на 20 плюс-минус процентов. И вот здесь отмечено, чтобы было понятно, где мы находимся, потому что после таких коррекций, как правило, то есть что происходит? Разгрузились слабые руки, сильные руки подобрали монеты и понесли их дальше выше. И примерно вот в такой ситуации мы здесь находимся. Вероятнее всего, дальше, возможно, еще будет какая-то коррекция, может оно и добьется до 20%, да, может еще и ниже пойдет, но во всяком случае, если глобально смотреть на долгосрочную дистанцию, то дальше... Ну, как видите, представьте, что мы примерно вот здесь находимся, да, и дальше и не видим вот этой всей картины, которая дальше, вот этого всего не видим. И дальше нас ждет примерно вот такое, то есть дальше будет рост. И есть для этого все предпосылки, потому что, замечу, друзья, еще даже на сегодня не отпускали ставку ФРС, да, ставка ФРС не отпускала ставки, соответственно, из-за этого можно понимать, что экономика еще под прессингом, скажем, таким, и нету таких легких свободных денег, такие, например, как раскидывались, которые, когда коронавирус был, то же самое, да, что происходило тогда, раздавали налево и направо деньги. Вот и нам такого бы нужно, когда, значит, в экономику начинают раздавать дешевые деньги, когда люди получают дешевые деньги, там, кредиты с маленькой процентной ставкой, то они начинают этими средствами непосредственно и инвестировать там, в более рискованные активы, в том числе крипта считается это рискованным активом, и в том числе и в криптовалюту. Поэтому, друзья, не было еще такого, вот ETF на биткоин, по сути, приняли, да, и дальше нас ждут, как мне кажется, ну и все на это указывает, в долгосрочной перспективе, конечно, локально могут быть провисы, но в долгосрочной перспективе с точки зрения крипты нас ждет рост. Мы уже в фазе этого роста находимся и дальше только выше. Следующее я, друзья, и покажу, чтобы было понимание, да, в какой фазе мы плюс-минус находимся, то вот в эти периоды, как раз где здесь отмечено, это наиболее волатильные в данный момент, там тот же биткоин, ну и под биткоин завязана вся криптоиндустрия. Биткоин падает на 5-10%, альты летят на 20-30% и так далее. И мы сейчас приблизились непосредственно к
вот этому периоду, когда наиболее волатильная ситуация на рынке, как правило, это за 14, там, 2-3 недели до халвинга, месяц-полтора, может быть, после халвинга, вот в эти периоды происходят откаты, и много манипуляций, в новостях будет очень много фада, будут за счет новостного фона выбивать слабые руки, и это происходит, поэтому вот опять же я и записывал прошлое видео, и записываю сейчас это видео для того, чтобы у вас было, друзья, понимание, где мы находимся, чтобы вы накапливали как раз вот активы по большей части именно вот в эти периоды, вот в эти просадки, да, когда вот здесь мы находимся, рост, вроде бы хочется затариться по максимуму, но на самом деле следует лучше подождать вот этого вот провиса, вот как здесь, да, рост шел, а мы дождались вот этого роста, оно посыпалось на 20-30%, да, и вот в этот период имеет как раз смысл и заходить, потому что вот здесь альта начинает хорошо корректироваться, как раз получаем то, что те цены, которые нам нужны. Если не знаете, по каким ценам инвестировать, заходите в мой секретный дневник активов. Я подсвечиваю, там есть таблица, секретная таблица, в которой я показываю активы, выставляю, добавляю, корректирую активы, в которые имеет смысл инвестировать вот конкретно в нынешней фазе рынка, да, и вы можете посмотреть, по каким ценам заходить, там, вот по таким ценам заходим, по таким ценам выходим, и вы понимаете, имеет смысл в этот актив инвестировать или он уже переоценен. И это, друзья, очень важно, очень важно. Как раз вот здесь мы, друзья, и набираем свои активы, потому что буквально, как мы видим, там, вчера-позавчера оно все минусило, и в разрезе там дня все оно пошло в рост, и нормально, друзья, нормально. Тот, кто вчера-позавчера набирал, прекрасно уже может даже зафиксировать, если ему необходимо, какую-то часть прибыли. Но я здесь в долгосрок, я ничего не фиксирую, во всяком случае, пока не достигнет моих значений, по которым я себе запланировал выходить с той или иной позиции. Так вот как раз мы находимся в этой фазе, друзья, когда максимально это все волатильно, и как раз для нас это чем хорошо? Тем, что мы можем набрать по хорошим ценам активы, если будем действовать по стратегии. Вот теперь вы понимаете, в какой мы ситуации сейчас находимся, и все, что сейчас будет в новостях происходить, имейте в виду, что это будет больше нацелено на то, чтобы вас выбить с рынка, а вы сидите в этом рынке. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой телеграм для того, чтобы понимать, что происходит, и чтобы не было у вас, знаете, вот этого негативного фона, в котором вы вот так сядете со своим портфельчиком один на один и начнете с ним под чаек прощаться. Так, чтобы такого не произошло, а чтобы ваш портфель, собственно, обеспечил вам дальнейшее будущее, да, поэтому, друзья, будьте рядом со мной, не уходите. Итак, друзья, давайте потихонечку будем уже приближаться к самой теме видео. Я вас сейчас так базово посвятил, да, в это все, что сейчас происходит, чего нам следует ожидать, чтобы было понимание. И теперь давайте непосредственно я вас подведу уже к урокам, которые я вынес с прошлого бычьего цикла. И, по сути, если бы я мог бы вернуться бы и сказать бы себе, смотри, вот именно вот на это обрати внимание в первую очередь, то, друзья, я был бы, конечно, рад, если был бы рядом со мной такой человек, который это показал бы. Но у вас сегодня есть я, поэтому, друзья, я с вами и делюсь. Значит, смотрите, давайте пойдем по списку. Самое первое, друзья, это не лезьте на пампы, избегайте паники, попыток ловить быстрые взлеты цен. Самый яркий пример из того, что вот было на моем уже опыте, это непосредственно Terra Luna. Друзья, вот посмотрите, какая ситуация здесь была. Это, напомню, что это один был из триггеров начала вот этого затяжного бычьего цикла, медвежьего цикла, когда заскамилась Terra Luna, потом где-то там дальше FTX и так далее. В общем, смотрите, что происходило. Монета уже прыгала до $116, а после этого вот у нее было где-то $80, и казалось бы, ну, тренд прям
да, растет и растет себе. Тут еще какие-то вершины и дальше брать. Но нет, скоманулась. И что происходило? Ну, здесь кажется, будто она там в один день. На самом деле эта ситуация, уже не помню, сколько происходило, но точно не день. Все падение, были люди, и я в том числе, пытались поймать. Я помню, я на этом всем, благо, потерял немного, там порядка $400, но это не одним заходом было. Я где-то брал там сначала по $25, она упала. Ну, ты видишь, монета летит, она там стоила буквально недавно там $115, ты видишь, монета стоит $25, ну не грех подобрать ее, а уже такая ситуация на рынке, что паника, все просто заливают туда все свои средства, и я думаю, ну ладно, на $25 там куплю, по $25 на $100 купил, потом смотрю, падает до $15, на 15 еще, по 15 взял долларов, на $100, потом где-то уже под $5 доходило. В общем, я последний ордер взял где-то центов по 40, по 50, и потом я понял, нездоровая ситуация, реально больше не хочу в это все заливать. И это, друзья, вам яркий показатель того, что не нужно делать, когда видите, что прям идет, здесь, конечно, не памп, здесь, наоборот, был сильный дамп, поэтому не нужно заходить на примере этой же ситуации, не нужно заходить на всю котлету в монету, даже которая вам кажется, сейчас как отрастет. На примере той же Terra Luna не отросло все, кто сюда все заливал, все потеряли. Там была какая-то компенсация в виде того, что что-то возвращали, но там копейки, друзья, там реально копейки. Поэтому на такое не ведитесь. Если вдруг видите дампы, хотите зайти, выделяйте какой-то 1% от портфеля своего, от криптокапитала своего, и маленький-маленький процент. То есть не следует туда 10, 20, 30%, потому что вот такая ситуация. То же самое, друзья, касается и пампов. Когда вы видите, монета прям очень сильно летит, прям улетает, тоже не следует в это все залазить, потому что там, где быстрые пампы вы видите, там будут такие же точно, друзья, быстрые и дампы. Здесь, ну, постоянно это в основном на мемкоинах происходит, вы там, друзья, просто потеряете все свои средства. Не теряйте на этом свое время, не теряйте свои средства. Если уже заходите в мемкоины, то заходите в эти мемкоины тогда, когда там, ну, скажем, 5000 держателей, 10 тысяч держателей. Когда это уже полетело и летит весь рынок, особенно когда вы видите уже здесь, знаете, в топ-100 вылетает эта монета, и она прям летит, вообще обходите стороной, потому что она как сейчас быстро летит, так она быстро, друзья, будет и падать. Ну, вот давайте я пример вам приведу. Бом, да, это книга мемов, та же самая ситуация. То есть на откате, конечно, когда она там скорректируется, и вы будете в этом видеть перспективу, ну, можно, конечно, зайти, но вот смотрите, какая ситуация. Вот просто если вы новичок и не понимаете, как это работает, посмотрите, что может произойти. Ну и причем она еще на самом деле нет такого, что, знаете, вот как на Terra Luna, да, сначала помпанули, а потом дамп сильный. Сейчас она, по сути, пошла в коррекцию, еще может и следующие вершины взять. Но вот по примеру такого, когда вы видите, что монета сильно растет, отпустите ее, пусть она порастет, и уже зайдите там, когда будет коррекция у нее, если вы хотите туда зайти. Но не играйте с этими пампами, дампами, потому что в итоге теряет, это по сути специально делается для того, чтобы массу туда загрузить, а потом об нее разгрузиться. И вы, по сути, потеряете все свои там средства, ни в коем случае на это не ведитесь, обходите это все стороной, но если уже заходите на маленький спекулятивный процент от своего портфеля, который вы готовы потерять и просто дальше пойти. В таком случае заходите, но так-то можно и в казино пойти поиграть, да, если вы уже просто хотите чисто играться в этом. В общем, не превращайте это в казино. Второй урок, друзья, это берите прибыль в хорошие дни, покупайте в плохие. Стремитесь к снижению средней цены покупки активов. В общем, идея заключается, как вы понимаете, друзья, в том, что когда все отрастает, то в эти моменты, если цена достигает того уровня, к которому вы стремились, ради которого вы держали тот или иной актив, то в таком случае фиксируйтесь как раз, когда все растет. Но когда все падает, это тот пример, когда вам следует заходить в рынок. Понимаете? Не наоборот.
Не так, как делает большинство. Заходит, когда все зеленое, выходит, когда все красное. Вы сами понимаете, сколько должно плюс-минус пройти итераций, прежде чем вы потеряете весь свой капитал. Не нужно так делать. Так делают большинство, так большинство и потеряет. Вы смотрите это видео, я вас с этим поздравляю, теперь вы знаете, что не нужно делать. Сложно, психологически непросто это все работает. Согласен, понимаю, но с опытом, друзья, это все придет. Вы должны просто вот так смотреть на это красное и видеть в этом скидки. Когда вы видите, вау, там, тот же GMX, там, минус 20%, там, минус 16%, Rose минус 12%, классно, можно зайти, да. Но, друзья, очень важно не попасть вот в эту ловушку. Можно, знаете, во что это все превратить? В то, что вы в какой-то момент поймаете какую-то монету, которая будет постоянно падать, и вы будете ее постоянно откупать. В таком случае выделите для этой монеты там, ну, 2, 3, 4 ордера, зайдите по 4 ордерам этим, и все, не трогайте эту уже монету, потому что просто вы можете, знаете, как в черную дыру спустить в эту всю монету весь свой капитал. И это так работает. Просто думаете, вот как пример с Terra Луной, да, ну, реально показательный, действительно, друзья, пример. Вот посмотрите, вот когда вы в него льете, в эту Терру Луну, да, льется оно и льется, и вы думаете, да, сейчас как отрастет, и не отрастает. Понимаете? Представляете, вот сюда залить весь свой капитал очень спокойно, как рынок даже не заметит. Вы понимаете? Вот, поэтому в таком случае, вот как я показал на своем примере, да, что там 300-400 долларов залил и пошел дальше. Опыта получил, понял, ну, в данном случае и не залил больше, а мог. Потому что, знаете, когда все кричат, да, сейчас как стрельнет, ну, они же потом замолкают, правильно, и как-то переключаются, забывают о том, что и игнорируют то, что они говорили до этого. А вы просто на таких ситуациях потеряете все. Просто на примере зашли, вот тут взяли сначала там по рынку зашли, и потом пошли тут, расставили ордера, поставили, и все, оно стоит, ждет, когда дойдет, вы закупитесь, да, и ваша средняя цена будет уже на порядок меньше, чем вот эта цена, понимаете? Вот, друзья, поэтому вот это очень важно. Настраивайтесь на то, что вы находитесь в рынке, и вы играете здесь в долгую. Не в месяц, не 2, не год. Лучше не входить вообще в это все. Здесь долгосрочно, здесь побеждает долгосрок. Мир, он ускоряется. Опять же, вот эти вот тиктоки, шорты и тому подобное. Вы понимаете, насколько фокус внимания сейчас сузился, то есть буквально там до 2-3 секунд человеку уже тяжело держать свое внимание. И то же самое с активами. Люди, которые держат больше недели у себя активы, это уже монстры, монстры-инвесторы в наше время. А надо держать годами, друзья. Взяли и держите, все. Ну, либо не входите в это все. Вот это и есть то, что люди не держат долго в своем портфеле тот или иной актив. Надоедает. Да, сейчас как другое стрельнет. Вот на таких и надо зарабатывать. Ну, а как по-другому? Это так и есть. Перераспределение на рынке от тех, кто не хочет ждать, к тем, которые готовы ждать вечность. Третий урок: используйте разные источники информации, проверяйте данные на разных платформах, чтобы избежать ошибок. Что означает это? Вот заходите в какой-то актив, ну, к примеру, возьмем, давайте сразу там эфириум. Заходим, просматриваем, что здесь происходит, смотрим, какая капитализация, потом идем в Твиттер, после этого заходим в тот же, значит, идем на сайт, читаем белую бумагу. Несложно это все. Вот, может, кажется сложно, несложно. Понимаете, вот, смотрим на сайт, что тут на сайте происходит. Ну, тут, понятно, с эфириумом тут все очевидно, но в данном случае вот так. Заходим, ознакомливаемся, смотрим. Если есть Telegram, заходим в Telegram. Если аудитория у того или иного актива, как она себя ведет, что она вообще там пишет, есть ли какие-то вообще партнерства у того или иного актива. В общем, просто базово проверяйте для начала, что это вообще, есть ли какое-то комьюнити, потому что одно дело, что напишут, знаете, там в белой бумаге,
то, что там разрисуют хорошую, красивую токеномику, а по факту это не будет иметь ничего общего с реальностью, да, потому что команда не выполняет своих обязательств, то для вас будет это уже звоночком и пониманием того, что вам бросают пыль в глаза и не следует сюда заходить. Зайдите по Ютубу, походите, посмотрите. Опять же, обращайте внимание на покупные отзывы. Другой стороной такие проекты, там, где, я понимаю, блогерам платят за то, что они подсвечивают тот или иной проект. Для меня просто это сигнал, что рано или поздно они перестанут тем блогерам платить средства, они перестанут подсвечивать, и, соответственно, этот актив, эта монета перестанет развиваться, или этот проект перестанет расти, и, ну, вот и на этом все и завершится. Да, сначала нагонят аудиторию, а потом об нее начнут разгружаться и перестанут платить блогерам. Для меня это показатель того, что следует выходить, потому что, ну, нездорово это все. Все должно быть плюс-минус органично развиваться, и тогда будет нормально. Посмотрите 2-3 выпуска разных тех же блогеров на самом деле, посмотрите, что пишут, что рассказывают. Если видите, что повторяется одно и то же, если понимаете, так, посмотрели одну монету, посмотрели вторую, третью, тут либо одно ТЗ выполняется, да, понимаете, либо один копирует второго. Но если так, поищите 4-е, 5-е еще мнение, и тогда вы придете к выводу. Поэтому, друзья, не стоит это игнорировать, потому что деньги ваши, и терять эти деньги вам, либо зарабатывать деньги на своих инвестициях вам. Поэтому не игнорируйте это, обязательно с этим всем проводите базовую такую, знаете, изучение того или иного проекта. Следующий урок: не усложняйте себе жизнь, следуйте простым правилам и стратегиям, избегайте излишнего риска. То, о чем я постоянно говорю, что я стараюсь все превратить в простое, легкодоступное, опять же, в своем дневнике активов, где я постоянно делюсь мнением по рынку, куда я там инвестирую, опять же, про секретный дневник активов. Специально создал реальную площадку, друзья, где вы можете прийти и смотреть, просто выполнять обычные простые вещи. Зашли, посмотрели монету, по каким ордерам зайти, если цена подходит и вас устраивает, под чаечек зашли, расставили ордерочки, ждете исполнения на вот этих просадках, исполнения цены, и на этих просадках, когда идет вот эта вот штука вниз, да, то в таком случае на этой коррекции ваши ордера начинают и срабатывать, и вы спокойно радуетесь тому, что рынок все бегают, боятся, боже мой, что творится, а вы набираете свои сумки крутых активов. Сложное оно не работает. Если вы видите вот такое что-то непонятное, что-то вам как-то пытаются завернуть и вот так отдать, ну, лучше отойти оттуда, потому что что-то там неладное, понимаете? В долгосрочной перспективе, друзья, все просто. Вот актив начинает расти, потом бах, коррекция. Чуть-чуть скорректировался, потом опять пошел расти, скорректировался, снова пошел расти. И таким образом у вас есть понимание, что вот здесь мы набираем себе портфель, вот здесь мы просто наслаждаемся тем, что наш капитал растет. Вот здесь тоже имеет смысл подобрать. Это, друзья, стратегия для бычьего цикла, для вот именно в этой фазе, в которой мы сейчас находимся. Это оптимальная фаза. На медвежьем цикле там по-другому немножко это работает, но сейчас не медвежий цикл, то мы будем уже обсуждать, когда наступит медвежий цикл. Вот, и таким образом у вас есть понимание, вы понимаете так, базово я понимаю, что в разрезе того же года, как мы в самом начале, да, общались, что базово я понимаю, что в разрезе года будет рост. И моя задача, вот здесь будут какие-то колебания, вот на этих колебаниях набрать себе наилучшим образом активы. И я спокойно набираю, да, опять же, какие активы вы либо сами разбираетесь, либо приходите ко мне в секретку, то в таком случае вы будете понимать, куда инвестировать. Вот вы определили себе активы, не нужно их море, вот не нужно там 100, 50, 30, вот плюс-минус вот 30 это в самый раз, это то, что вы можете вот так руку на пульсе держать и отслеживать то, что в реальности происходит, смотреть за твиттером, потому что бывает когда-нибудь аирдропы где-нибудь начислят, нужно где-то монеты застейкать, может где-то нужно наоборот там сделать какие-то манипуляции, завести монеты на сайт, опять же, потому что там что-нибудь меняется у них, а может вывести наоборот, ну в общем разные ситуации, нужно за новостями этими следить для того, чтобы
понимать по тому или иному проекту, на каком вообще жизненном этапе он находится. Потому что может быть такое, что поменялась ситуация, у вас были монеты в стейкинге на длительный период, а вам нужно зайти их просто забрать, а если вы не заберете, то в разрезе там какого-то периода они сгорают, и такое бывает. Вот, поэтому тут нужно держать руку на пульсе, ну или во всяком случае иметь доступ к тому источнику информации, к тому инструменту, который у вас будет этой информацией с вами делиться, чтобы вы понимали, что происходит. Убирайте излишние риски, такие как там, допустим, мем-токены, да, особенно которые сейчас пампят. Отойдите оттуда, вам не нужно, вы потеряете там деньги. Вам проще будет сейчас, если вы не хотите 24/7 находиться в этом рынке, это, друзья, непросто, потому что вы постоянно, знаете, как это очень мощное эмоциональное выгорание в итоге вы поймаете. Если вы не хотите так, то и вам вообще не нужно это. Вы пришли в этот рынок инвестировать, да, вы пришли отбирать качественные активы и в них инвестировать и зарабатывать там, где вы зарабатываете, делать то, что у вас получается лучше всего. Не нужны вам излишние риски, не нужны. Вам нужно определиться с хорошими качественными активами и потихоньку инвестировать. Есть направление, вот, допустим, в том же секретном дневнике активов есть направление IDO, да, высокорисковое, но есть там свой план, есть своя стратегия, есть, опять же, направление мемов, и мы туда не заходим, где уже там 50 тысяч, 100 тысяч держателей, мы идем туда, где там 5000 держателей, то есть монета только на этапе зарождения. Если она отстрелит, много заработаем, но если не отстрелит, мы мало туда инвестируем, маленький процент от капитала, ничего страшного, другие активы все спокойно компенсируют. Пятое, друзья, это готовьтесь к жертвам. Будьте готовы вложить усилия и время для достижения успеха на рынке. Здесь побеждает только тот, кто покупает вот так, а продает когда вот так, понимаете? Ну, вроде бы все понятно, и да, но когда человек касается реальности, понимает, что как-то не все вообще так просто, и в реальности все работает по-другому, потому что человек не хочет вкладывать. То есть, понимаешь, ты как это все работает? Вот давайте я вам продемонстрирую. Мы сюда приходим, и у нас есть что? У нас есть наши деньги, да, у нас есть активы, и нам еще нужна важная составляющая, важнейшая, без нее ничего не будет, друзья. Время, понимаете? И вот так мы деньги инвестируем в активы, а активы множим на наше время и получаем в итоге, собственно, то, зачем мы приходим в этот рынок, наши увеличенные, да, средства. А потом следующая формула, вернее, продолжение этой формулы, мы потом эти деньги инвестируем в актив, да, формула 21 века богатства. После этого, когда этот актив вырастает, мы инвестируем, вытаскиваем деньги, продаем, когда отросло все, и потом эти деньги мы потом находим недооцененные активы, да, по примеру, вот когда все недооценено, все скидки, да, начинаются, то в таком случае мы находим вот эти недооцененные активы и инвестируем деньги. Таким образом мы получаем приумноженные активы. Вот. Но вот убери что-то отсюда, убери деньги, оставь активы и время. Убери время, деньги и активы вы потеряете. Да, убери отсюда активы, деньги и время, да, что их съест инфляция. Вот так это работает. Поэтому в данном случае вы должны понимать, что вы как на рыбалке, да, вы на крючок червяка нацепили, закинули, подкормки кинули, создали для рыбы идеальные условия, чтобы она подошла к вашему крючку, и в нужный момент вытащили. Вы можете и день просидеть не поймать, и 2 дня просидеть не поймать. Как охотник, да, охотник в засаде. Он только ворохнется, все, сразу там та жертва, за которой он находится, убежит. Так же самое и здесь. Сидим, ничего не трогаем, инвестируем, да, накапливаем, и со временем все будет, поверьте. Большинство тех, кого вы знаете, они не могут физически так делать, потому что они хотят быстрых результатов, а быстрые результаты, они плохие. А чтобы получать реальные хорошие результаты, для этого нужна дистанция. Деньги, активы, время. Потом мы берем, да, активы, продаем и на них покупаем, на эти деньги
еще больше недооцененных активов и так дальше. И это все зацикленная так история. Шестой урок, шестое правило. Не меняйте свой образ жизни, не увеличивайте расходы, основываясь на неосуществленных прибылях. То есть, кажется, ой, биткоин полетел или какая-то монета полетела, как дала там 20 иксов, как человек заработал, как заработал, но пока ты не зафиксировал либо убыток, либо прибыль, то в данном случае ты не потерял, не заработал. Заработал, когда ты непосредственно это оказалось уже в идеале там выведено в кэш, либо куда-то реинвестировано, либо ты вот непосредственно держишь эти средства у себя на леджере, либо на кошельке, либо, может, там на бирже, и то не до конца, если даже на бирже это лежит, может, ты и не сможешь вывести, да. Вот когда вот уже конкретно ты получил на руки это все, вот тогда ты заработал, да. Но когда ты думаешь так, и вроде там это отросло, сейчас можно взять кредитик, если вдруг он что-то не отстрелит, то какая-то монета, то я перекроюсь кредитом, а если, ну, в общем-то, это и займу у кого-то. Так не нужно, и не нужно повышать свой уровень дохода, да, если уровень расходов. То есть, если ты что-то отросло, и ты думаешь, сейчас куплю себе что-то, но фиксировать не буду, пусть оно дальше отрастет, так не нужно, потому что ты что-то себе купишь, потратишь деньги, возьмешь, как правило, это какие-то средства недоступные тебе, кредит, долг, оно потом полетит вниз, ну, ситуация, да, вот когда все начинает падать, и ты себя погружаешь в тот фон, который нацелен на то, что ты будешь только терять. Поэтому все постепенно. Пройдите мой фундамент капитала. Я там рассказываю по направлениям, как инвестировать, какую сумму необходимо держать, чтобы комфортно себя чувствовать, не твой неприкасаемый запас, да, чтобы тебе хватало на какое количество времени. Ты проходишь фундамент капитала и понимаешь, у тебя базово теперь есть понимание, сколько имеет смысл инвестировать в крипту, в фондовый рынок, в землю, в недвижимость и так далее, для того, чтобы внутри было самое главное хорошее самочувствие. Потому что если у тебя будет внутри такое, знаешь, происходить страшное, непонятно, вот, в общем, все вот эти вот самые негативные эмоции, то ты не высидишь в рынке, ты потеряешь все, выйдешь, когда не нужно. Всегда, вот это точно будет. Это в любой момент ты будешь выходить, даже кажется вроде идеальный момент, но все равно у тебя будет подсознательно оставаться, что ты вышел не вовремя, да, то есть ты не удовлетворил свою потребность в рынке, получается, или будешь, наоборот, продолжать сидеть, а ты будешь видеть, как оно все падает, краснеет и краснеет все на глазах. Вот, поэтому, друзья, вот тут очень важно этот урок, что живите по средствам. И тогда, когда уже зафиксировали, вот тогда вы только заработали. Пока вы не зафиксировали ни убыток, не зафиксировали ни рост, да, ни прибыль, у вас нету ни того или иного, у вас есть инвестиция, которая находится в процессе. Седьмой урок. Отслеживайте реакции рынка на падение, обратите внимание на активы, которые лучше всего справляются с резкими изменениями рынка. Нужно понимать, что есть монеты, которые укатываются на падение, вот которые я вам сегодня уже демонстрировал, да, когда идет коррекция по биткоину, некоторые монеты укатывают, даже большинство монет укатывается просто в дно, и дальше уже есть вероятность большая, что не поднимутся, или вы живете как на пороховой бочке, то густо, то пусто, знаете, вот они прыгают, там нету аудитории в основном, это, знаете, малокапные, с маленькой капитализацией монеты, где просто вы, знаете, за счет того, что вы просто в сделку зайдете, купите на бирже на $100 монету, вы просто пампите так цену, что вы видите эту свечу. Да, когда вы проанализировали на начальном этапе этот проект и понимаете, что у него есть большое будущее, когда чем-то это подкреплено, и вы понимаете, каких отметок вы ждете в том или ином проекте, да, вот прошел какой-то период, и вы смотрите, так, ага, выполняют они там обязательства свои, не выполняют, если не выполняют, все, до свидания, если выполняют, держим дальше, то в таком случае норм, да, когда вы за этим отслеживаете. Но когда вы просто набираете, потому что просто потому что так захотелось, да, то имейте в виду, что с таким подходом вы растеряете свой капитал. Основа основ всегда составляют мощные такие проекты, как биткоин, эфириум, там, вот, допустим, Polkadot тот же, Космос Атом, Тон. И такие монеты, и ряд еще таких монет, это те монеты, которые с большой капитализацией, у них огромная аудитория, и они
не так подвержены вот этим пампам, дампам. То есть рынок весь укатывается, они там укатаются, ну, на 10% вместо 30, на 5% и так далее. Они уже такие, знаете, мастодонты рынка, они уже не такие тяжело поворачивать, ну, как там вот BNB тот же самый, у него 84 ярда, да, смотрите, у эфира 425 ярдов, значит, у биткоина вообще 1,3 триллиона, тот же самый XRP, не лезьте, здесь они там, ну, сложная монета, она столько маринует своих держателей, это ужас, вот. Тот же тон, да, 14 ярдов. За счет того, что они очень крупные, то на них менее всего, слабее всего отражаются вот эти вот коррекции по рынку. Да, там сравнительно с фондовым рынком это будет очень волатильно, но в сравнении с крипторынком это, друзья, нормальная такая ситуация. Поэтому обращайте на это внимание и смотрите, как ведет та или иная себя монета. То есть вы должны понимать, так, окей, есть такая у них, вот так та монета примерно ходит туда-сюда, да, в таком диапазоне, в таком коридоре. И в таком случае у вас уже будет понимание, имеет смысл эту монету держать, может она на каждом падении укатывается и не поднимается выше, то в таком случае, ну, скорее всего, там нету перспектив у этой монеты, но может быть и другая ситуация. В общем, друзья, проводите анализ, и такие монеты, друзья, должны составлять, ну, основу вашего портфеля, чтобы ваш портфель не был, как, знаете, на ветру, куда его подует, туда он и полетит, а чтобы все-таки фундаментал у вас был и определенная часть процентов была в фундаментале. Это, кстати, в секретном дневнике активов я предлагаю на выбор 3 портфеля с разным уровнем риска, но в каждом портфеле большая часть заложена средств именно в фундаментал. Тот фундаментал, который будет держать вашу цену. Да, есть маленькие проценты, которые инвестируются в те такие высокорисковые активы, которые максимально могут дать иксы. Но когда это все уравновешено, подобран хорошо качественный портфель, то в таком случае общая портфельная доходность будет на хороших позициях, потому что мы тут, друзья, не для того, чтобы хайпануть на какой-то одной монете, а о портфеле не думаем, да. Да, монета какая-то стрельнет у вас там на 20, 30, 100 иксов пусть, но какая вероятность, что там окажется какая-то крупная сумма инвестирована в эту монету, самое главное, друзья, это портфельная доходность, потому что та монета может отстрелить, но она вам не перекроет ваш минус по портфелю, и будет монета стрельнула на 50 иксов, а портфельная доходность будет минусовая, и что? Вот так. Поэтому, друзья, чтобы иметь доступ непосредственно к качественным активам, понимать, по каким ценам имеет смысл в них заходить, заходите ко мне в дневник активов. Смотрите закрепленное сообщение, там все расписано, есть и фундамент капитала, что рекомендую пройти, и вступить в секретный дневник активов, и курс по крипте, есть базовый 5 уроков для новичков, заходите, проходите. Дальше, если решите, а я рекомендую дальше пойти и пройти его полностью, покупайте этот курс и проходите его, подписывайтесь на этот YouTube канал. Всем желаю хороших активов и додержать их до пика рынка. Зарабатывайте, друзья. До связи.